Добрый день, уважаемые винокуры, подписчики и просто зрители моего канала. Сегодня будем делать настойку на кедровой скорлупе. У меня есть первоклассный самогон двойной перегонки. Это пшеничный самогон. Прогнал его на VN5 Pro. Вот, 40 градусов, уже настоялся. Так что, думаю, можно с него сделать настойку на кедровой скорлупе. Расчет такой. Это, скажем так, мой рецепт. Потому что каждый делает по-своему. Кто-то вообще на кедровых орешках делает, кто-то на кедровой скорлупе добавляет жменю, кто-то килограмм делает на литр. Я буду делать 80 грамм на 1 литр самогона. 80 грамм самой скорлупки. Вот у меня уже, я отмерил здесь 250 грамм на 3-литровую банку. И мне понадобится еще сахар и апельсин. С апельсина я буду снимать цедру. Цедру буду снимать с на обычной терке. Вот. И потом все будем добавлять уже в эту банку. Все, приступаем. Сейчас я буду снимать цедру. А предварительно, когда я буду снимать цедру, нужно будет эти скорлупки проварить. Проваривать я буду ее 3 раза. Довел до кипячения, и 5 минут будет она вариться. Выключаю, остываю, сливаю и заново делаю так 3 раза. Так, это скорлупки закипели первый раз. Прошло 5 минут. Вот такой цвет воды получился. Сейчас мы это сольем и заново залью. Опять поставлю чтобы кипело. Также 5 минут. Вот так продолжаем натирать все апельсины. Получать свою цедру. Самое главное не зацепить белую мякоть, потому что будет от нее уже горчить. Ну все, вот 3 апельсина уже готово. Вот что получилось. Ждем орешки. Прокипели они вот второй раз. Цвет воды особо не поменялся. Сливаем и заливаем 3-й раз. Итак, закипело уже в 3-й раз. Теперь это сливаем. Это уже конечный результат. И будем все добавлять уже в банку. Итак, уважаемые винокуры, я уже все подготовил. Цедру натер. 4 апельсинчика готовы. Кедровую скорлупку проварил 3 раза. Сейчас с нее уже вся смола ушла. И теперь можно будет ее добавлять все это вместе в нашу баночку самогона. Приступим. Заранее я уже ее открыл. Нам понадобится вот такая вот штука. И будем насыпать. Так.
Теперь добавляем цедру. И самое последнее, добавляем 4 ложки сахара. Готово. Теперь это все надо смешать. Сразу вот такой вот цвет поменялся. И оставляем вот это вот все на 2 недели. Ну, минимум 10 дней. Итак, прошло уже 12 дней. Настоечка настоялась. Теперь самое время ее профильтровать. Запах просто бомбический кедровых орешков. И привкус идет цедры. Теперь сливаем это все в одну банку. Также даем настояться пару дней. И обратно будем уже фильтровать уже через вату, и можно будет ее дегустировать. Ну что, уважаемые винокуры, благополучно прошло 3 недели. Я хотел поставить это на 2 дня, но забыл про настойку, так как было куча других дел, куча других рецептов тоже делал. И, в общем, под Новый год, сегодня уже 29 число декабря, и как раз настоечка моя уже настоялась не пару дней, а 3 недели. Даже, наверное, больше. Вот. И теперь пришло время ее продегустировать. Цвет, конечно, у нее очень красивый, очень такой насыщенный, коньячный, коричневый. Сейчас мы ее попробуем. Цвет просто шикарный. Просто шикарный. Посмотрите. Никакой мути. Все чистое. Насыщенный коньячный цвет. А запах отдает какой-то газировкой, что ли. Но здесь присутствует цедра. Может быть, из-за этого, что жвачкой, что ли, какой-то. Кедр есть, но больше всего вот отдает ваниль, наверное, и цедра. Очень, очень классный запах. Ну, пробуем.
На вкус, конечно, мощная. Вкус кедровый, коньячный. Но послевкусие уже отдает немножко сладости цедры с ванилем. Ну, очень простой рецепт. Я всем рекомендую. Не так-то его сложно сделать, но вкус и запах, послевкусие пошло, прям вообще класс. Такой лесной, кедровый. Что я хочу сказать? С наступающим Новым годом всех! Счастья, здоровья, успехов, удачи в Новом году. Пусть задуманное вами исполнится. А самое главное, цените натуральное.